Добрый вечер, мои хорошие. Здравствуйте, рада вас всех видеть. Сегодня вышла с небольшой темкой. В принципе, с ней я уже выходила, то есть, но опять хочу вернуться, потому что все только кричат направо и налево, именно как все плохо, карма, что это такое вообще, и всем страшно, да, то есть, но я вам скажу так, то есть, насколько я вот разговариваю с людьми, по поводу кармы и всего остального, не совсем понимают, что это такое. То есть пугаются этого слова, но не совсем понимают вообще, в чем дело. То есть поэтому и хотела. То есть вчера написала статью, выставила, да, то есть вы немножко почитали. Сегодня мы, скажем так, пройдемся по ней. Но здесь все довольно просто. То есть что я расскажу, что для меня так называемая карма вообще значит. Да, добрый вечер все, кто у меня заходит. Эм, То есть не буду сильно долго распыляться. Просто хочу потом ваше мнение тоже, да, услышать. То есть прочитать, по крайней мере. Прежде всего, карма, да, то есть одно из слов вообще выражений вот этих вот, говорится о том, что это все-таки шрам. Вот честное слово для меня да. То есть я сегодня, кстати, прочитала комментарий, мне тоже очень понравился, потому что мы с этим человеком, по всей вероятности, на одной волне. То есть он сказал, что это судьба, но я скажу немножко по-другому, то есть что это все-таки шрам. Знаете, с чем я еще могу это сравнить? То есть если вы слышали, у молодежи есть такое иногда веяние, когда себя царапают. Да, я думаю, вы такое слышали. То есть когда они не могут перебороть свою внутреннюю боль какую-то определенную, ну и начинают там себя шкрябать. Так вот, эти шрамы потом не уходят. Вот, и для меня это то же самое. То есть это действие, которое мы когда-то сделали, это вот именно какие-то ошибки, которые мы сделали, и потом, естественно, мы несем последствия. Сейчас мы не будем говорить, что мы все живем в матрице и что у нас все это прописано. Нет, то есть мы в какой-то степени это все еще и сами накрутили себе. То есть это для меня вот как раз и является вот этими кармой, вот это так называют. Не кармические отношения или что-то, это уже другая тема. А вот именно кармы, да, то есть все последствия, то есть все, что мы сделали, мы несем ответственность за свои действия. Всегда так было и так будет. То есть человек, который разумный, человек, который это понимает, то есть он прекрасно знает, что это такое. То есть и он не кричит потом направо и налево: "За что мне это?" Понимаете? То есть вы всегда должны думать о том, что все, что у нас происходит, какие-то такие вещи, которые мы отрабатываем, это все таки вот именно последствия наших же действий. В этой жизни, в прошлой жизни, да, вот, ну, я всегда говорю: смотрите, у нас нет прошлого и будущего, да, у нас всегда есть, скажем так, нет, у нас нету настоящего и нету уже прошлого как такового. То есть у нас, в принципе, мы живем в таком состоянии, когда у нас всегда проходит на будущее идет. Вот, то есть здесь немножко так интересно. Ам, То есть вот именно к этому моменту. То есть я вот именно так считаю. То есть поэтому, то есть винить кого-то нет, вы должны винить только себя. И каждый день, каждую секунду думать, правильно ли вы вообще действуете, правильно ли вы себя ведете. То есть если у вас какие-то вот подоплеки, если у вас какие-то проблемы, которые вы сейчас сами себе создаете. В принципе, избавиться, опять же, как все говорят, избавиться от кармы это нереально, потому что мы каждую секунду себе что-то создаем новое, за что мы, опять же, будем, возможно, рассчитываться. Но здесь еще бывает, она у нас разная, бывает положительная, бывает отрицательная, не все так плохо. Поверьте мне, не все так плохо. То есть и если вы какие-то действия делали именно положительные, то да, у вас все будет нормально. Но знаете, что еще скажу? То есть в чем иногда проблема именно положительного, что мы создаем? Что мы со своей колокольни видим это положительное, а для других это отрицательное. То есть, к примеру, если, например, я всегда сравниваю мам и сыновей, которые сыновья у нас женятся, и сноха не та. И все не так, и мы лезем туда в жизнь, и все остальное. То есть при этом, то есть женщина считает, что она хорошо что-то делает для своего там близкого, для своего сыночка, ну ладно, и для дочки. А при этом, понимаете, она нарабатывает себе отрицательное, потому что когда ты смотришь со стороны, то тогда ты видишь совсем другую ситуацию. То есть, понимаете, поэтому я всегда говорю: девочки мои, думаем, когда мы лезем кому-то в жизнь. Это вот один из моментов, который я хочу как раз вот здесь вот я затронула сейчас. И еще, то есть, опять же, я уже говорила, извиняюсь, что я повторяюсь, возможно, что этого эфира уже нету, потому что мне пришлось было, вы знаете, удалить почти 600 эфиров. Ам, Всегда, когда вы делаете какие-то действия для человека якобы, да, то есть залезьте в его шкуру и посмотрите его глазами, нужно ли ему это. То есть, чтобы вы были здесь поосторожнее и поаккуратнее.
Понимаете? То есть вот здесь вот посмотрите. Теперь я хочу немножечко именно к законам, так называемым кармы, да, то есть, если вы, опять же, повторюсь, что это уже было. Сейчас мы откроем немножечко. Да, ну здесь смотрите, здесь, в принципе, всего лишь так, не так уж много, но это я основные выбирала. То есть у нас какая положительная карма, если мы делаем хорошие дела, вносим что-то позитивное, изменение в жизни других людей. Здесь будьте осторожнее. Только что сейчас рассказывала, да, то есть это не значит, что этим людям это надо. И, возможно, вы, как говорится, благо делаете не в ту сторону. То есть поэтому будьте аккуратнее. То есть единственное, всегда работайте по запросу. Вот это вот очень важный момент. То есть если вас о чем-то просят, это делайте по запросу, не больше. То есть сами ничего не вмешивайтесь, не лезьте. Теперь про отрицательную карту. Это карту. Что значит работать целый день? То есть смотрите, опять же, да, если мы вносим какие-то изменения, но изменения здесь эгоистичные, якобы себе, то есть здесь я тоже сейчас немножечко скажу, якобы себе и причиняем вот боль, какое-то состояние болезненное человеку, делаем плохо, то точно так же это откладывается. Теперь смотрите, не каждый человек может понять, что он делает плохо. То есть редко вообще, кстати, кто поймет, потому что своей колокольни, повторюсь, видится все совсем по-другому. И у нас есть эго и есть эгоизм. Это две разные вещи. То есть для себя любимых тоже нужно делать. Просто всегда вот это вот слово "не навредить" должно быть в голове. То есть если вы какие-то практики и вы работаете с людьми, то есть "не навреди" вообще должно быть основной девиз у вас. Вообще полностью. То есть продумывайте и давайте человеку право выбора. То есть человек должен иметь право выбора. То есть вот устраивать там погодушки, ты должен какой-то одной стороной идти, ты можешь точно так же этим навредить. То есть поэтому всегда должно быть несколько дорог, которые выбирает человек сам, то есть по какому пути он пойдет. Это вот я вот немножко к практикам, да. Теперь смотрите, и третий закон – это у нас закон притяжения. Сейчас, подождите. Я просто тут немножечко. Закон протяжения кармы тесно связан с законом притяжения на самом деле. То есть мы привлекаем в свою жизнь то, на что мы дали энергию. То есть мы поэтому притягиваем. Здесь я тоже немножко могу вам раскрыть. То есть если мы живем все время в какой-то негативной области, все время в негативной энергии, и все у нас так плохо, и все у нас так нехорошо, и денег все должны, и все на свете, да, то есть вот такое вот, вы это же и притягиваете. То есть вы не можете, это такое теплое болотце с одной стороны. Когда у меня люди начинают жаловаться на какие-то вещи, которые они, в принципе, могут справиться сами и сами все сделать, я говорю: "Ё-моё, ну, ребят, блин, да вам там нравится. Вам нравится, что вас жалеют и все остальное". Понимаете? То есть и вы притягиваете как раз вот эту всю ерунду, которую вы говорите. Плюс не забывайте о том, что у нас очень сильная сила мысли, очень сильная. И вам достаточно плохо подумать, особенно есть у меня такие люди, я всегда их на консультации говорю: смотрите, думайте положительно, учитесь на самом деле думать положительно. То есть здесь надо прям работать с собой. Только тогда вы сможете из всего вылезти. Когда вы думаете отрицательно, вы притягиваете как раз этот момент, то есть именно отрицание. Плюс научитесь некоторые слова говорить. Не надо себе вот там вот, как у меня девочки любят, да: "Ой, мужика нету, и, наверное, я одна останусь". Не вздумайте такого говорить. Нет. Потому что, опять же, вы сами себе это притягиваете. Продумывайте каждое свое слово, научитесь думать. Это вначале сложно. Как так? Каждое слово можно продумывать? Можно. Потом со временем у вас это происходит как наработанное, и все у вас получается. То есть это как научиться, я не знаю, расписание прописать и научиться жить по расписанию. Понимаете? Потом все идет нормально. Потом все хорошо. То есть у вас настройка идет, и настройка отличная. То есть вы уже потом по-другому на мир смотрите. Теперь еще момента коснусь. То есть это момент, когда мне говорят там: "Ой, я пошел, там, вы не исправляете карму". А у меня есть практик, который это делает. Вот давайте посмотрим, подумаем. Вы можете свое прошлое исправить? Вы можете внести коррективы, вы можете что-то изменить, извиниться перед каким-то человеком, которого вы обидели очень сильно, переосмыслить свои какие-то вот в мозгах, что сидит. Но исправить прошлое невозможно. То есть здесь я говорю 100%. То есть и это, если когда мне говорят, что вы пошли там какому-то практику за 1000 и больше, да, евро, долларов, якобы он уберет вам плохую карму, это все ерунда.
Думайте головой. Это достаточно все просто. Понимаете? То есть думайте головой, вас просто используют в очередной раз. Вот. Потом не кричите направо и налево, что вот вас обманули. Вот этого вот делать, вы знаете, вот тут смешно просто. То есть вы с флагом, что вы можете, и вам исправят это все, идете туда сами, никто вас не заставляет, и вас просто используют. Просто чтобы вы знали. Волшебной палочки не существует исправить ваши ошибки, тем более кого-то со стороны, что это кто-то вам поможет сделать. Нет, вы должны обработать, проработать и идти дальше, как говорится, и на те же грабли не скакать. Вот это вот вы должны тут как раз думать. Понимаете? То есть поэтому не ходите, пожалуйста, когда вам говорят об этом. Я говорю, это просто вам скажут: все у вас исправилось", да, потом найдут, если вы еще раз пойдете туда и ничего у вас не изменилось, да, что происходит? Вам говорят: "Ой, тут, понимаешь, на тебя магическое действие", всякая ерунда. То есть вот всякая ерунда начинает на вас вот это кидаться. И, естественно, на вас дальше начинают зарабатывать. То есть это уже просто-напросто, я скажу так, глупость человеческая, которые просто не думают люди, ну и за счет чего-то якобы хотят исправить. Тем более это какая-то, если якобы обрядовая работа. То есть все это полнейшая ерунда. Тоже, чтобы вы это знали. Нету этой волшебной палочки. Понимаете, мы сами в ответственности за то, что мы делаем. И мы ее, еще раз повторюсь, карму мы создаем каждый день. С вашими вот действиями, с вашими мыслями и всем остальным. Вот, и это опять же вот эта вот карма именно самого человека, личности, она сделана вами, возможно, в этой жизни, возможно, в прошлой. Сейчас достаточно хорошо так уже, время немножко изменилось, да, вы знаете это, и поэтому сейчас по башке быстро стучат. Вот. Так что, дорогие мои, только сами, только своими силами вы можете это исправить. Сейчас еще да, сейчас еще просто скажу, как, кстати, можно просмотреть. То есть есть очень хорошие гипнологи, которые в этом случае помогают. То есть чтобы вы поняли свои ошибки, которые вы когда-то совершали. То есть здесь вот именно вот для меня, то есть такой способ, это вот один из лучших способов, я считаю, их много. Один из лучших способов – это посмотреть свое, что вы там делали, да, то есть вас вернуть в какие-то моменты. Но точно так же надо быть осторожным, потому что если вы можете в состоянии гипноза увидеть то, что вам видеть не надо, это в смысле того, что то, что стерла ваша память. То есть есть такие вещи и очень тяжелые. Там про внутреннего ребенка и все остальное, я обязательно эту тему коснусь, да, здесь вообще я такая в этом плане немножко категоричная, то, что делается. Ну ладно. Вот, поэтому, дорогие мои, все зависит от вас. Если мы касаемся кармических отношений, это точно так же вы когда-то что-то делали. И сейчас вы, скажем так, отгребаете. В основном кармические отношения- это из прошлых жизней у нас идет, да, вот такие вот. Вы отгребаете по полной программе из-за того, что вы когда-то натворили. Поэтому если у вас что-то не получается, да, либо же очень жестко вас где-то там используют или что-то еще, подумайте, почему это происходит. То есть это значит, то есть вы можете проанализировать свою жизнь и понять, даже тут при анализе, при простом, вы можете понять, где были совершены ошибки и что исправить. Сейчас хочу просто еще одну такую очень интересную технику дать, да, то есть это смотрите, когда мы идем сюда, мы договариваемся с людьми из прошлого, вот как, скажем так, отработать. То есть, если вы кого-то использовали в прошлой жизни, будут использовать вас в этой жизни. Я говорю, не надо кричать, за что мне это, потому что для того, чтобы, скажем так, перестроить. То есть, чтобы вот эту вот грязь всю убрать. Так вот, какая техника существует? То есть вы, к примеру, да, то есть у вас все время проблемы, и вы понимаете, что это вам уже разобрали, это все разложили по полочкам, что это все-таки кармические отношения. Вы просто-напросто разрываете так называемый договор. Это сложно, да, есть такой момент, то есть иногда не можешь отпустить человека, думая, что все исправится. Кстати, кармические отношения, они очень бурные в основном. То есть они не бывают спокойными. Тебе кажется, что вот человек, который пришел, и у тебя такая там любовь бешеная и все остальное, и, страданий стока, да, и потом привыкаешь даже к этим страданиям, и тебе хочется дальше. То есть где-то там, короче, там такая заморочка. Ладно, я думаю, кармические отношения, наверное, все проходили. Но, ты делаешь так, то есть я говорю всегда своим людям, которые ко мне приходят: ты садишь якобы человека, с которым у тебя вот эти кармические отношения, и говоришь ему, то есть: "Слушай, у нас с тобой не получилось.
У нас с тобой мы не смогли отработать эти отношения. Ам, Нам надо вот этот договор, который мы когда шли сюда, разорвать. Я разрываю этот договор. Понимаете? Вы, если у вас это так происходит достаточно, то есть вот вы прям отпускаете, когда изнутри этого человека с кармическими отношениями с вашими, поверьте мне, у вас возврата туда не будет, вам станет легко. Вам станет просто легко, и вы будете не понимать, почему вас притягивало. Но с этим надо работать. То есть это не бывает одного раза, что вы вот это сказали и все, да, и пролетело. С этим не бывает. То есть поэтому здесь придется поработать. То есть техника достаточно простая, но она такая довольно глубинная, и надо себя немножко поковырять. Обнуление контрактов по отношениям. Да, в принципе, это то же самое как раз. Теперь, сейчас вот вы можете заметить, то есть все говорят, вот это сейчас у нас коридор идет такой, прекрасный коридор, и я тащусь. Вот честно, по-простому. Потому что у меня, во-первых, разрешились очень многие вещи, да, притом положительные. Вот этот коридор, он интересный тем, что, он как раз вам покажет, где у вас были какие-то заморочки. То есть именно вот с этими кармическими отношениями, кармическими вещами, то есть хождение по кругу, да, то есть может у кого-то что-то не получаться. Но у меня, еще раз повторюсь, то есть у меня обалденнейший коридор, то есть я понимаю, что я сделала проработку и оставила очень многие вещи позади. Понимаете? То есть вот именно что все, оно не вернется. С чем здесь связано? То есть, к примеру, с теми же самыми отношениями, да, я сейчас говорю именно вот потому, что говорят: "Ой, в кармический коридор возвращаются все прошлые отношения твои какие-то", вот такое вот. Если у вас они не возвращаются, это значит, что этот этап прошел. Все, вы действительно заглянули в себя, вы проработали это, возможно, своей болью проработали, и больше туда ходу нет. То есть у вас такой процесс сейчас, ну, и вот этот процесс обнуления очень хороший. Поэтому не натворите сейчас каких-нибудь дел. То есть не пытайтесь к своим воспоминаниями своими, как это многие у меня любят делать. Потом говорят: "Ой, вы знаете, у меня там в прошлом такие отношения были, такие отношения. Он меня использовал, но такой мужик был классный. Я прям вот у нас были одни эмоции", да, то есть все вот такое вот. Что у нас там было? То есть и вот это вот, и я хочу туда назад, да, и сами же вы туда на эти грабли, как я называю, посмотрели на них и давай. Об грабли уже стразами, как говорится, обсыпаны, понимаете, то есть уже блестят и хочется еще раз. То есть не надо этого делать. То есть сейчас выравниваете себя на новый совершенно этап, чтобы у вас вот действительно все получилось, то есть чтобы вы нашли что-то новое и то, что так называемо по судьбе, да, это слово терпеть не могу, но по судьбе. То есть в каком смысле? Это в смысле того, что эти отношения всегда, когда начинаются, это могут быть ваши даже друзья какие-то. То есть они спокойные, они без таких вот, прям эмоций, понимаете? Вот, то есть они спокойно проходят, они проходят без боли, душевной боли. И тогда все хорошо. То есть вот как раз такие люди, они и являются вот так называемыми по судьбе. Те, что должны прийти в вашу жизнь. Либо уже пришли, просто они могут там находиться много лет, вы не представляете. А вы просто не замечали и всегда ждали каких-то вот какой-то экшен, что-то такое. Вот, понимаете? То есть, чтобы вы это знали. То есть я говорю, я хотела опять коротенечко тему эту немножко раскрыть, чтобы вы хотя бы немножко понимали. И не надо все сваливать там на карму. Мы не говорим сейчас о родовой карме. Мы вот это совсем другая тема, да, то есть у ваших родичей и всего остального. Мы говорим именно о вас. То есть о вас как единице, чтобы вы тоже это знали. Так, сейчас мы немножечко почитаем, и все, ребят, я долго не хочу засиживаться. Лидочка, скажите, пожалуйста, если возвращаться к старым идеям сейчас, их нужно тогда начинать? Идея- это совсем другое. То есть это не кармические, это не отношения, это не карма, как говорится. Идеи вы можете, если у вас голова есть, и вы работаете с этим, то есть я имею в виду, вот прорабатываете, возможно, сейчас самый такой этот. То есть я в этот коридор, я вам скажу, у меня было очень много старых идей еще, да, и сейчас мы это все возобновляем, то есть и мы сейчас это запускаем, то есть именно в этом коридоре. Хотя все кричат: "Нельзя этого делать ни в коем случае". Да, блин, ребята, когда делать? У нас, я говорю, то ретроградит что-то, то еще какая-то ерунда, то черная, то красная луна, то розовая, то еще что-то. Ничего нельзя. Я говорю, ерунда полнейшая. Вы должны действовать каждый день. Вы можете, просто самое главное, чтобы вы думали. Вот и все. Так.
решилась разрыв отношений сделал, которые длились 27 лет. Если это сложные были отношения, то есть и вы понимали хорошо. Кстати, женщины очень часто привыкают к абьюзерству, очень часто, и сами становятся. Но по моей практике женщин-абьюзеров гораздо больше, чем мужчин. Вот честное слово, я балдею, что происходит вообще. Можно начинать поиск, можно запускать на самом деле, то есть все можно делать. То есть поэтому если у вас вы, наоборот, сейчас открываете новое для себя. И вот сейчас вторая половина вот этого коридора, она как раз такая. То есть можно запускать, и оно будет идти. Сейчас. Я еще раз говорю, не обязательно вживую человека садить. То есть нет, не надо вот, чтобы вы представьте, что он сидит у вас рядом, понимаете? То есть надо представлять. Многие, кто проявился. Юль, тогда надо, как говорится, проработать, понимаете? Вот действительно проработать. Если опять возвращаются люди именно сейчас из прошлого, это значит, что-то где-то вы сделали не так. То есть, значит, вы до конца не довели. То есть надо вот доводить до конца. А, Джама, вы знаете, тут уже смотрите сами, да, то есть если вы, ну, если вам было плохо в этих отношениях, и вот он вернется после коридора, зачем туда опять скакать? Я говорю, вот представляете всегда эти грабли. Вот так. Я козерог, с мужем развожусь, пожалуйста, от чего? Это надо смотреть. Я, то есть, я не могу вам сейчас вот так вот сказать. Да вы написали: "Я козерог". Я даже не знаю, как вас зовут. У вас нет аватарки. Кто вы, что вы, зачем? То есть вот это все на консультациях. Обнуление контрактов может зависеть от межматричных условиях или ситуация реальности подвисла. Ситуация ничего не подвисла, реальность не подвисла, поверьте мне. То есть этого нету. То есть это зависит только от вас сейчас. Второй год отработка. Значит, где-то вы все равно тормозите, Юлечка. Где-то очень сильно тормозите. Где-то держите, удерживаете внутренним своим состоянием. Всякое такое бывает. А, Новый человек появился в отношениях, но сценарий кажется это то же самое. Когда сценарий, повторение сценария, иногда даже приходят такие люди, вроде бы совершенно чужой человек, да, то есть, но он повторяет, например, даже слова и предложения прошлых каких-то ваших отношениях. Это тоже такая ерунда. То есть здесь тоже надо думайте. Никогда не делайте себе плохо. Я знаю, что существует много девушек у меня, много мужчин у меня, страдающих. Я это называю душевная садомаза. То есть им там плохо в этих отношениях. Вот все ломается и все остальное, да, но им нравится страдать. Вот они прям такую роль жертвы играют, куда бы деться, пожалейте меня. Понимаете? То есть и вот эта вот роль жертвы, и не переубедишь человека. То есть до него не доходит. Вот когда пытаешься ему разложить, ему раскладываешь все по полочкам, что ты понимаешь, тебе нравится, тебе там кайфово в этом болоте, что тебя все жалеют, да, что ты ноешь все время. Человек не понимает. Вот, ну, сейчас таких, кстати, я не скажу, что много, но есть. То есть еще приходят с такими ситуациями. Я еще раз, я смотреть сейчас ничего не буду, потому что это все на личные консультации, потому что, ну, всегда надо более глубоко смотреть. О трансферинге. Новое название для старых проблем. У меня никто не появился, только плечо правое болеть стало, как будто ну, Оля, ну тогда, ну, слушайте, здесь это уже со здоровьем, то есть посмотрите, может быть, там какая-то проблемка. Но, кстати, когда болят плечи, когда болит спина, да, если это не на физическом уровне, а вот не то, что на физическом, естественно, я имею в виду, что вот возврат какой-то болезни, и врачи, к примеру, ничего не находят, то есть смотрите, пожалуйста, что там вам подвешали. Татьяна, вот сейчас пойду и буду делать. Вот давайте вот не будем, да. Так, давайте, мои хорошие, то есть еще давайте один-два вопросика и там либо вот свои какие-то события, и потом пойдем. Если из ниоткуда появился человек, которого знала много лет, но только по соцсетям вызвало приятные эмоции, подъем, стоит ли на это обращать внимание? Стоит, стоит. Если приятные эмоции, никаких там проблем у вас не было когда-то, то стоит.
А вот смотрите, я не могу накопить себе деньги на лечение. Так нужна большая сумма, но каждый раз появляются новые проблемы. Вот, смотрите, моя хорошая. То есть надо вообще найти причину, почему у вас этого нету. То есть почему не получается. Чаще всего человек виноват сам. Понимаете, то есть то у родственников. То есть вы отдаете. Вот надо научиться вот это удерживать. Но здесь, в принципе, моя хорошая, я еще раз скажу, то есть есть проблема, скорее всего, связанная с вами, а не с чем-то. По родовой карме я другой, это я сделаю другой эфир, потому что там тоже тема такая, более такая большая, как говорится. Я просто коснулась сейчас. Вот смотрите, то есть я буду делать сейчас так. То есть будет выставляться у нас текст на следующий день. То есть будет у нас какая-то статья выставляться, и я потом буду на следующий день делать эфир. И мы будем это обсуждать. Поэтому читайте, пожалуйста, в сообществах, в Инстаграме я всегда выставляю, да, эти темы. Поэтому, мои хорошие, можете читать, и мы будем с вами работать по таким темам. Так, в принципе, это было все, что я хотела с вами поговорить. Я говорю коротко, ясно, без заморочек. То есть я не люблю вот это вот кругами ходить, а лучше напрямую скажу, как есть. Вот, поэтому смотрите. Сейчас, кстати, очень обалденное время. На самом деле, сейчас я понимаю, что мы не трогаем сейчас никакую политику, мы не трогаем никаких вот этих вот заморочек всех, что творим не мы. Мы должны делать так, то есть мы должны смотреть на себя и исправлять у себя то, что у вас внутри происходит, чтобы вы знали. Вот, и только тогда все будет хорошо. Мама родится. У меня есть этот эфир, ну, поищите вы, у меня уже один эфир есть такой, понимаете, про детей двухтысячников. Гляньте, оно так и называется "Дети двухтысячных". Вот посмотрите, он у меня здесь есть на сайте, то есть полистайте, там находится. Можно ли как-то узнать, когда закончится расплата кармы за нехорошее дело? Нет, нельзя, потому что это может быть неожиданно, то есть постучать вам по голове могут очень так неплохо. То есть и это может быть неожиданно, либо это тянуться до следующего раза, когда вы придете. Но я говорю, именно только мы в ответе за то, что происходит с нашей кармой, потому что это мы ее прописываем, а не кто-то нам прописывает. Это наше, то, что мы натворили. Вот мы именно сейчас в той точке, откуда мы когда-то, вернее, в какую мы когда-то вышли. Вот и все. Поэтому следите за своими словами, следите за своими мыслями, следите за своими там эмоциями какими-то, да. Здесь надо просто всегда контролировать. Выводите себя из этого состояния, из тяжелого вот это вот, там придумываете, что вы себе лишнее. Все не так страшно и не так сложно, как кажется, поверьте мне. Вот, все. Итак, мои дорогие, будем прощаться. На этом все. В ближайшее время опять выйду. Обязательно. Сейчас, кстати, уже статью подготовила. Статья тоже такая интересненькая. Надеюсь, для вас будет интересно. И уже по ней опять буду выходить. Чтобы было вот какое-то хотя бы разнообразие, а не только посиделки. Я знаю, что посиделки вы очень любите, но они будут обязательно. Вот и будем по ним еще проходить. И еще, то есть будет неожиданный эфир, потому что я именно такой эфир делаю неожиданным. Это когда у нас на месяц что принесет месяц именно по людям, да, то есть которых я буду там называть, где-то там будут, которые у меня на чате, и я буду говорить, что там, какая карта у вас на месяц именно. Все, прощаюсь, как обычно, сначала у нас с Инстаграма, друзья мои, хорошего всем вечера еще. Думайте. Да, надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии. До свидания. И теперь, да, очень любите посиделки, я знаю. И теперь YouTube, спасибо, что со мной, спасибо, что не забывайте. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. То есть, что вы думаете тоже о карме. То есть, вот именно об этом. Но еще раз повторюсь, мы во всем виноваты только сами. Нам винить кого-то некого. Вернее, некого нас. Вы меня поняли, я так думаю. Да, и по родовой карме у меня обязательно в будущем будет. То есть там уже немножко, там идет у нас немножко сложно, потому что у нас идет родовая карма, у нас есть программы, да, то есть вот такое вот все. Поэтому это в ближайшее время точно так же будет. Все, хорошего всем вечера, увидимся.